Девчонки, всем привет! Сегодня будем делать с вами очень интересный дизайн. Все вы знаете, наверное, что лето – это пора светлых ногтей. Вот и я решила обновить свои ноготочки. Относила я их, кстати, очень-очень долго, в районе 5 недель. Сейчас снимаю старое покрытие на максимальных оборотах керамической фрезой. Спиливаю я покрытие практически до конца. Как показывает практика у моих учеников на моем онлайн-курсе, люди очень часто, у них не получается покрытие, так как они не доснимают весь материал полностью. То есть, девчонки, когда вы снимаете материал, старайтесь оставить именно тонкую подложку. Не бойтесь, если выравнивание сделано качественно, то все у вас будет носиться хорошо. Итак, вот мои ноготочки. У меня такая прилипшая тонкая кутикула, но в то же время она сухая, ручки не влажные. И сегодня я буду справляться с безопасной фрезой. Она мне поможет в моей работе. И я, как обычно, делаю карман. Вот такая вот фреза от Zoo. Кстати, заказывал я ее на сайте Im-Cosmetics. Ссылочку обязательно оставлю в описании под видео. И я ей начинаю на форварде от одной точки вроста двигаться к другой точке вроста. То есть в этом случае мы не переключаем с вами ни форвард, ни реверс и так далее. Мы просто убираем птериги. Не путайте, пожалуйста, маникюр ей полноценный сделать не получится, потому что она не имеет совершенно абразива. Посмотрите, все чешуйки ногтя, то есть все сохранилось. Пропил ей выполнить практически невозможно. Рекомендую эту фрезу для новичков. Ей вы отлично сможете приподнять кутикулу, сделать карман, и вам останется всего лишь немножко дошлифовать уже свою кутикулу фрезой, например, пламя, как это делаю я. Кстати, напоминаю вам, что осталось совсем немножко. До конца июня скидка на мой курс 20%. По поводу приобретения пишите мне в любую социальную сеть. Итак, я отрезаю кутикулу ножничками. Всегда, кстати, работаю ножницами. И вот такой вот маникюрчик получился. Один ноготь я уже сделала, чтобы он, так скажем, не мешался мне. Я так всегда делаю. И также делаю, поступая со своими клиентами. То есть большие пальчики мы покрываем часто и потом уже работаем с остальными. Работаю я базой Diva Premium, ее тоже заказывала на сайте Im-Cosmetics. Ссылочки на все материалы, которые использую в видео, оставлю в описании. Посмотрите, какой ноготок тоненький, но в то же время у него есть правильная архитектура, поэтому он не ломается. У Diva отличная носибельность, и углы у меня не отслаиваются с этой базой. Выбрала вот такой вот цвет для основного покрытия, он светлый, с небольшим таким желтым или бежеватым подтоном. В общем, на загорелых руках смотрится очень выигрышно. И он хорошо подчеркивает, я бы сказала, молодость рук. И добавляет нашей коже небольшой оттенок загара. Покрываю этот цвет от Roxy под номером 13 на все ноготочки. Roxy гель-лаки достаточно жидкие и даже немного текучие в некоторых случаях. Белый гель-лак, кстати, мне их очень нравится. Сейчас я работаю им и рисую френч тоже им. Посмотрите, если я вдруг заезжаю, так как у меня здесь сверху стоит камера, я работаю практически вслепую, я просто могу подправить это все апельсиновой палочкой. Торцы потом в дальнейшем я опиливаю, чтобы была более четкая форма. Буду использовать вот такой обалденно красивый топ от Monami Milky Way. Он полюбился уже всем моим клиенткам. Заказала я его, наверное, с месяц назад, и у меня уже осталась буквально половиночка. Обязательно закажу еще. Он имеет очень красивое мерцание. Кто, может быть, не смотрел мое видео про топ, обязательно посмотрите. Там он выглядит во всей красе. И, как я и говорила, в том видео я наносила на красный цвет, то есть более яркий эффект такой, а в этом видео я наношу на светлый. Кисточкой будем рисовать Рублев 00 ДК13Р, это значит, что кисть колонок. Вот такие цвета будем сегодня использовать, все их оставлю обязательно в описании, вы можете посмотреть пантоны и подобрать что-то из своей палитры, то есть к никакой фирме я не привязываю. Но мне очень нравится рисовать цветами от Monami. Они не выгорают, они хорошо, в принципе, наносятся.
и хватает одного слоя. Но все-таки для того, чтобы нарисовать цветочек, который мы сегодня будем делать, я рисую для него подложку. Если честно, даже не знаю, как называется этот цветок. Если кто вдруг знает, напишите мне в комментариях. Именно этот цветочек у меня ассоциируется с чем-то летним, тропическим и таким красивым. Когда-то давно у меня была такая заколка, и поэтому я решила повторить данный рисунок. Рисуем цветок, который состоит из 5 ромбовидных лепесточков. Далее мы рисуем вот такую вот белую окантовку на одной стороне каждого листочка. И обязательно выберите какую-то одну сторону, то есть либо правую, либо левую. Смотрятся они такие как бумеранги с небольшим утолщением в середине, и сходятся они на нет к углам. Прорисовываем, и я беру вот такой вот жженый коричневый, даже не знаю, напоминает мне этот цвет жженого сахара или что-то такое, и прорисовываю небольшие прожилки, чтобы просто оттенить, так как белым на белом, надеюсь, вам видно, в общем, как я рисую, потому что в жизни этот рисунок достаточно занял у меня немаленькое количество времени, приблизительно нарисовала я его за 15-20 минут. То есть, потому что много у него промежуточных просушек. И еще я решила, что этот рисунок у меня будет заходить на соседний ноготь. Нам понадобится 3 зеленых цвета. Вы их можете, в принципе, намешать, но у меня они есть, поэтому я рисую сразу готовыми. Ярко-зеленым, но не неоновым, просто зеленый цвет. Я рисую листочки. Листочки у этого цветка вытянутые, тоже как тропические, больше похожи на папоротник, только без вот этих вот прожилок папоротника. В общем, рисуем такие вытянутые листочки и закрашиваем все это. Просушиваем обязательно. Темным зеленым мы у основания набираем гель-лак и растушевываем. Растушевывать удобнее всего топом. Если у вас гель-лаки тушуются хорошо и они не слишком густые, то можно, в принципе, обойтись и без топа. Затемняем листочки наши у основания. Это придаст рисунку глубину. Этот рисунок уже более сложный, и на него вам все-таки потребуется тренировка. Дальше неоновым зеленым, после просушки, естественно, мы рисуем прожилки. Прожилочки ничего сложного, как в детстве рисовали, главное просто, чтобы они были очень-очень тоненькими. Если у вас прожилки будут толстые, то рисунок у вас получится не нежный и очень громоздкий. Это у меня зеленый неон от Monami Luxe. Сверху ставим по капельке розового и растушевываем к центру. Тоже, кстати, цвет от Monami. Еще раз повторюсь, все ссылки будут в описании. Растушевываем к центру наш розовый. Просушиваем и ставим ярко-ярко-желтый. Кстати, девчонки, заказала вот этот вот ярко-желтый, гонялась очень много, искала более-менее, чтобы он был яркий. Очень понравился желтый цвет от Oxy. Сейчас работаю только им. Вообще желтый у нас сейчас на пике популярности. Обязательно сниму дизайн с желтым гель-лаком и сделаю его себе на отпуск. Желтый разбавляю с ярко-ярко-оранжевым и затемняю еще немного основания. Если вы затемните чисто оранжевым, то в принципе будет, наверное, слишком явный переход от желтого к оранжевому. А тут мы все-таки немного просто затемнили серединку, и получилось очень даже живенько. И эти два ноготочка я покрою матовым топом. По матовому топу потом выполню прорисовку белой гель-краской без липкого слоя. Кстати, вы меня часто спрашиваете, можно ли сверху использовать гель-краску с липким слоем. В принципе, можно, девчонки, но она не будет так хорошо носиться, как без липкого слоя. Я использую гель-краску Artex. Она стоит недешево, сразу повторю, Сразу скажу, она стоит недешево, но это единственная гель-краска с очень хорошей пигментацией, которую я встретила, которая не течет, не скалывается, не облупляется, в общем, ничего с ней не случается. Мне она очень нравится, у меня такая и белая, и черная, и поверьте мне, я попробовала много-много разных фирм, и довольна я только этой гель-краской.
Выполняю прорисовку и сейчас покажу, как я шлифую кутикулу по маслу. Просто промазываем наши пальчики маслом, естественно, для ногтей. И вот таким вот силиконово-корундовым шлифовщиком мы шлифуем. Вот такой результат в итоге у меня получился. Конечно же, после масла я сходила и вымыла ручки, но результат он того стоит. Матовый топ от Monami, кстати, не сильно пачкается, и в принципе его легко поддерживать в чистоте. Да, есть, конечно, некоторые загрязнения, но матовый топ есть матовый топ. Вот такой вот результат у нас сегодня. Кому видео было полезным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь обязательно на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!